Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure? Stay calm. Здрасте, это Настя. После долгого молчания длиной 2 года Hertz неожиданно для всех объявляют о выпуске нового материала и, по сути, наступлении новой эры в творчестве группы. За эти 2 года Тео успел пережить личный кризис и отрастить волосы. Сингл Voices увидел мир 15 мая 2020 года, и его выходу предшествовал такой довольно интересный промоушен. Сначала от имени группы был создан официальный телеграм-канал, и понеслась. Поклонники начали получать порции загадок от группы. ทุกขั้นตอนที่ผมทำคือความผิดพลาดเดียวกัน Это был небольшой отрывок основного промо-видео, в котором зашифровано очень большое количество информации. Полностью вы можете его посмотреть на официальном сайте группы, я думаю, здесь на YouTube-канале их, и я ссылку оставлю вам внизу, чтобы вы ознакомились, если захотите. Для таких супербыстрых шифровальщиков, как я, конечно, это была непосильная задача, но люди в чате делали это вот так вот просто. Собственно, для этого чат и был создан, чтобы повысить активность аудитории, чтобы подогреть интерес, чтобы посмотреть, насколько все хорошо или плохо сейчас, спустя 2 года с активностью. Чтобы вы понимали всю серьезность вот того промо-видео, для расшифровки нужно было использовать шифр Цезаря, шифр Атбаш, шифр из произведения Эдгара Аллана По «Золотой жук», код Морзе. Там были использованы языки японский, грузинский, хинди, тайский. И если сейчас я вас загрузила только упоминанием этих шифров и языков, то представьте, как загрузили меня, когда пытались это все отгадать. Мой мозг отчаянно пытался создавать новые нейронные связи, но в итоге я поняла, что просто нужно смириться и сидеть тихонько ждать сингл. Итак, что мы увидели еще до выхода песни, не учитывая вот эти все загадки? Черно-белую гамму, атмосферное, мистическое промо-видео и комментарий лично от Тео, который звучит так, и к чему он нас, собственно, готовит. Это песня об изоляции, отчаянии и мании. Уже в голове мрачная картинка возникает, правда? Но в то же время о воле, желании бороться и силе мысли. Лучик света все же есть какой-то. Соединяем все это вместе, промо-видео, фотки, то, что сказал Тео, и получаем определенную картинку. В моей голове, конечно же, возможно, вы что-то другое визуализировали, но в моей голове это выглядело так, что должно быть что-то, если вот логические мысли, да, логические связи строить цепочку, то должно было быть что-то такое глубокое, что-то разукрашенное приглушенными красками. Личный кризис все же тема такая. Человек глубоко погружается в себя, чтобы понять, что он хочет в этой жизни, куда ему двигаться и тому подобное. День X. Песня послушана. Знаете, сколько раз я себе говорила: Настя, не рисуй в голове никакие картинки, перестань, черт возьми, это делать. Но тут ведь было выпущено промо, предположительно похожее по смысловой нагрузке, тематически на новый материал, поэтому было вполне нормально что-то себе придумывать. Я вот послушала и сижу просто с пустой головой. А потом думаю, нужно же что-то сказать, нужно же вам что-то рассказать будет потом. Ну давайте попробую задвинуть эмоции. Какие у меня сейчас флешбеки к моему обзору на Beautiful Ones, если бы знали. Ссылочку я оставлю для вас внизу в описании, но этот обзор в письменном видео находится в ВКонтакте, поэтому если вы есть в ВКонтакте, то вы сможете прочитать его. Трек, в общем, очень простой. Он энергичный, но он простой. У него бедная аранжировка, поэтому он звучит довольно пусто. Да, в нем есть классические приемы Hertz, но их можно пересчитать на пальцах одной руки. Все приемы, все инструменты, их можно выслушать, выделить отдельно, потому что они не переплетаются во что-то такое изысканно цельное, в цельную картинку, не складываются. В этом и заключается бедность трека. У него вайб такой 2000-й. Он звучит как все бойсбенды, взятые сразу. Да простит меня вселенная. Одна строчка из припева, например, These voices keep on calling me, она ужасно на что-то похожа. И ни одной мне так показалось. Мы брейнштормили, но так и не могли вспомнить, что это. Ну, это вот что-то, вот этот стиль 2000-х отчетливо слышится. Строчка I can't stop them now. Простите, я буду напевать, потерпите, пожалуйста, потому что авторские права это видео вообще не пропустит никаким образом YouTube. Она пропета фальцетом, такое скучное, типичное, мелодичное решение. Придираться к строчкам, это, конечно же, отдельный вид критики. Было скучно слушать куплеты. Наличие R&B-шной гитары уже с самого начала, ну так раздражает именно наличие ее в треке Hertz. Давайте добавим метку все-таки, что мне понравилось в треке. Это прикорус.
Классный бит, вокальные подложки мне нравятся, довольно все ярко, задорно, качает. В припеве основная подложка, база вот это синтетический бас, звучит очень хорошо, мне нравится. Это довольно простой ретро-звук, но выбираем из того, что есть. Помимо 2000-го вайба есть вкрапление госпела. Это там, где повторяется Pray for me и Voices в бридже. В бридже прямо хочется хлопать в ладоши и притопывать. Say my name. А еще я смогла сделать эту отсылку. Я хочу заявить, послушав этот трек. Да, он вышел один со всего альбома, я знаю, но Hurts потеряли свою индивидуальность. Конкретно в этом треке. Точка. Когда тебе кажется, что ты это уже слышал, что это похоже на что-то другое, это уже потеря индивидуальности. Выйдет весь альбом, послушаем, конечно же, обсудим. Снова вернемся к индивидуальности, я не против, но сейчас песня слабая и неинтересная, технически чисто. Я не хочу вас расстраивать, потому что я знаю, что многим понравилась песня, и на самом деле сейчас я чувствую себя в меньшинстве. В данный момент я жду клип. Я надеюсь, что он будет на этот лид-сингл, потому что клипы меняют все. Это факт. Надежда умирает последней. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Буду рада услышать вас в комментариях. Пожалуйста, выражайте свое мнение. Любое, негативное, позитивное, но при этом не унижая мнение других. Это важно. Помните об этом, друзья. Это не сделает вас хуже или лучше других. Прошу вас подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, поставить лайк, бахнуть в колокол. Не теряйте меня в ленте. Снова скоро увидимся и всем пока. Welcome to the